Всем привет! Сегодня я представляю вам второй конструктор фирмы Югирс. Этот конструктор называется шкатулка с секретом. В ней все детали подвижные, вот это все не бутафория, это все полностью двигающиеся шестерни, все крутится, все работает. Здесь есть ключ, здесь есть почти код. Короче, не зная как, вы ее не откроете. Итак, ну что, собираем, и в итоге в конце фильма я вам покажу, как она работает полностью. А пока сборка. После получения конструктора мы имеем упаковку, в которой находится инструкция по сборке. Вот такая вот шкатулка должна у вас в итоге получиться. Она состоит из 190 деталей, этот конструктор. Ну и, соответственно, сами детали, которые находятся пока полностью в фанере, которые надо выдавить, каждую деталь, и собрать, чем я сейчас и займусь. И постараюсь основные моменты вам показывать. Итак, я приступаю. Сначала нужно разобраться, что к чему. Тут, в общем-то, все детали пронумерованы. Первая, вторая, третья. И так же само в инструкции. То есть обязательно смотрим инструкцию. В инструкции также написано. Первую, вторую деталь берем, соединяем. И пошло, пошло, пошло. Вот. И по мере сборки я вам буду показывать, что будет получаться. Довольно-таки быстро у меня получилось собрать первых два узла. Первый даже подвижный один. Уже одна шестереночка появилась. Второе, я так понимаю, это основание. То есть вот оно. Это основание нарисовано, вот этот узел. Теперь мне нужно будет соединить это все как-то так. Ну, дальше. Короче, вы будете видеть только итог. Все мои телодвижения я повырезаю. В этом конструкторе намного все так точно сделано, вырезано. И все продумано, что даже на мелких запчастях, смотрите, есть защелки для фиксации. Фанерные защелки, как на пластиковых клипсах. То есть для соединения. Шлеп. Слышали щелчок характерный. И у нас готовая деталь. Даже не заметил, как прошел час, но уже что-то вырисовывается. Кое-что движется, кое-что поворачивается. Аналогично с этой стороны. Продолжаем. Удалось собрать блок шестеренок. Вот так они выглядят. И вот ставятся уже сюда. Теперь то же самое, как вот эти три штуки мне придется ставить нужно с этой стороны. И потом, я так подозреваю, по-любому здесь будет какая-то крышка. Но они уже крутятся, они уже работают. Все, продолжаю. Получилось собрать у меня одну сторону. И теперь вот то же самое нужно будет продублировать на этой стороне. Но уже кое-что работает. То есть, я так понимаю, здесь будет крепиться крышка. И при повороте она будет открываться. Вот, получилось, что собрать пока. Возможно, это уже половина, не знаю. И в итоге получается, когда будет крутиться вот эта шестерня. Так, в какую сторону? Наоборот. Выдвигаются вот эти вот штучки, которые, скорее всего, будут открывать крышку, как я уже сказал. Да, и хочу вас предупредить об одном рискованном шаге, который сделал один паренек на ютубе. Я не помню, что он собирал, но он взял и вот эти вот все детали, которые здесь есть, пронумерованные, он их повытаскивал и все в одну кучу сложил. И я не завидую ему, когда он начал собирать это все. Потому что получилась гора деталей, но детали есть почти одинаковые, там с минимальным, разницей в размере. И поэтому, если вначале где-то вдруг вы поставите деталь, которая вроде у вас подошла, меньшего размера,
А, например, под конец сборки уже останется одна деталь, которую вы никак не сможете поставить. И вас постигнет разочарование. Потому что придется все разбирать и заново собирать. То есть сборка, она по идее... Так, сейчас вам покажу. Вот, например, на картинке. То есть вот три детали. 21, 20, 19. Вот, вынули три детали, собрали. Готово у вас. Отложили. Следующую собрали. Так далее собираете, а потом уже устанавливаете полностью, ну, дальше. То есть лепим одно к другому. Обязательно запомните это, потому что потом вам будет очень сложно собирать. Ну вот, начинает вырисовываться что-то похожее на шкатулку. Будем продолжать. Теперь начинаю собирать механизм, который будет крутить все это. То есть вот я уже шестеренки поставил. Дальше нужно будет мне поставить вот эти две шестерни сюда и закрыть все это декоративной крышкой. И, по-моему, дальше пойдет пока по сторонам антураж, вроде как по инструкции. То есть защитные крышки, украшения, а потом вверх. А вы знали об таком эффекте фанеры? Если его порезать змейкой, то он начинает гнуться, как вам надо. И этот эффект как раз используется для боковых стенок. В прошлом видео, когда я собирал бабочку, у меня на нее ушло времени 6 часов. Вот. Вот эту шкатулку пока я собираю 2 часа. Не знаю, возможно, дальше, по-моему, тут остается крышка. Может, в ней очень много мелких деталей будет, и время это все съест. Или сказывается опыт. Потому что на этот раз у меня дела идут намного быстрее, чем с бабочкой. Продолжаем. Смотрите, тут даже есть защита механизма шестеренки вот этой вот от вещиц, которые вы будете здесь хранить. Всякие кольца, бриллианты, жемчуга. То есть она вставляется, опять же, согнутая. Опа. Есть. И вот такие получаются там внутренности для хранения ваших драгоценностей. Крышка, как диафрагма на фотоаппарате, открывается. Посмотрим, к чему это приведет. Крышка готова. Осталось ее подсоединить. Как она еще подсоединяется, буду смотреть по инструкции. И изготовить ключ для ее открывания. И, в общем-то, близится к завершению. Все, закончена сборка. Прошло 4 часа. То есть собирал я ее 4 часа ровно. Вот такой бардак образовался на столе, пока я этим занимался. Ну, теперь шкатулку. Надо же вам показать, как она работает. Так, вот это вот ключ, который просто так отсюда не вынуть. Нужно для этого повернуть крышку. Она раскрывается. Помните, я вам показывал, что как в фотоаппарате работает. Открылась. Достается ключ. Но только перед тем, как ключ достать, нужно ее еще открыть здесь. Здесь есть снизу засовы, которые запирают механизм весь. Вот, открыл. Вынул ключ. Теперь куда? Вот сюда. Вот это вот получается замочная скважина. Вставляем опять ключ и начинаем поворачивать. И наша шкатулка начинает открываться. Хопа, готово. Так, а вот засовы, которые я говорил, вот они, эти засовы. Один засов. И с этой стороны другой. То есть они раздвигаются в разные стороны.
входит вот сюда, под крышку, под фанерку, и сзади то же самое. И закрывается. Получается, можно шкатулку просто так закрыть. Вот, закрыть. Натянули шестерни, все. Она закрыта, ее уже так просто не открыть. Ну, вдобавок еще можно будет запирать на засовы. То есть, если на засовы запер, например, то уже ключом даже здесь не откроешь. Ну, вот этот весь механизм крутится, все здесь крутится, поворачивается. Все видно отлично. Короче, отличная шкатулка. Я думаю, жене понравится. Она уже скоро придет. И я ей покажу. Второй подарок за неделю. Такой. Первый был бабочка, второй шкатулка. И думаю, на этом я закончу играться с конструкторами. Все. Готово. Ничего не вынуть, ничего не открыть. Все закрыто, все запечатано. Короче, красота. Итак, ссылочки я оставлю тоже. На каталог оставлю ссылочку. И промокод, по которому можете взять эти конструкторы на 20% дешевле. То есть перейдете по ссылке в каталог, если у вас будет желание. Впишите там промокод мой. Он будет в описании. И сможете приобрести этот конструктор. А также другие конструкторы по промокоду со скидкой 20%. Ну вот, если вам все понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Удачи, до новых встреч!